Это свершилось. Долгострой от Adult Swim наконец-то посетил экраны зрителей. Первая серия, по моему мнению, получилась более чем удачной. У меня были опасения касательно анимации, но они так и остались опасениями. Но что там по сюжету? Как авторы обошлись с оригинальной историей? Это мы с вами сегодня и выясним. Меня зовут Скерс, и я расскажу вам, что не попало в первую серию аниме «Спираль». Если вы по какой-то причине до сих пор не посмотрели аниме, то можете заглянуть в мой ТГК, ВК или Бусти. Я со своим солнышком озвучил первую серию, и мы планируем озвучить весь сериал. Если вам понравится эта рубрика, я разберу каждую серию и покажу вам упущенные детали экранизации. И поверьте, упущений или переделок здесь предостаточно. Ну а теперь погнали! Отличия начинаются сразу же. В манге главная героиня спешит на станцию. По пути мимо нее проносится вихрь, а затем она встречает отца Сьюити, который никак не реагирует на девушку. Он лишь увлеченно следит за спиралью. Далее девушка, как и в аниме, встречается с Сьюити, но в манге разговор выстроен иначе. Там девушка рассказывает, что увидела его отца, и он вел себя странно. Парень признается, что отец и вправду изменился, но не спешит раскрывать подробности. Лишь когда они отошли от станции, он предлагает ей покинуть город, потому что все его здесь бесит. Кирия не понимает, что не так, но юноша лишь бухтит себе под нос, пока он ничего не рассказывает. Лишь упоминает, что девушка ничего не замечает, только потому что живет здесь. Он же из-за того, что учится в другом городе, не подвластен здешнему влиянию. Далее следует сцена, в которой поехавший батя упрашивает отца Кирии запилить ему спираль. Здесь все без изменений. Некоторое время спустя в манге Кирия и Сьюити вновь встречаются. Девушка рассказывает, что отец парня недавно был у них в гостях и постоянно говорил о спиралях. Она не видит в этом увлечении ничего особенного. И только тогда Сьюити рассказывает, почему он так обеспокоен. В аниме эту сцену перенесли без изменений, но есть и отличия. После рассказа Сьюити Кирия продолжает сомневаться. И тогда парень ведет ее к себе домой. Там парочка застала ссору. Причина – мама Сьюити устала от увлечения мужа и выбросила всю его коллекцию. От такого у бати пригорело. И только появление Сьюити уберегло семью от поножовщины. Впрочем, батя быстро успокоился, ведь он сам научился создавать спирали, что и показывает всем присутствующим. Именно тогда Кирия впервые увидела талант отца Сьюити. Эту сцену в аниме полностью вырезали. После этого случая проходит время. Сьюити больше не рассказывала о своем отце. Далее аниме и манга не отличаются. Создатели бережно переносят все фреймы и соответствуют истории. Арка с отцом Сьюити закончилась так же. После похорон мать семейства отправилась в дурку. Ее психика не выдержала давления. Здесь несу небольшую ясность. Авторы сериала в первой серии перемешали несколько глав. Первую и третью они закрыли полностью, а вторую и восьмую захватили частично. То, что было продемонстрировано полностью, я вам расскажу, а остальные главы затрону настолько, насколько это было показано в сериале, дабы не спойлерить вам произведение. Ну а теперь переходим ко второй закрытой арке. В аниме вырезали все размышления Кирии. Именно она была рассказчиком истории, внося ясность в биографии некоторых персонажей или явлений, расширяя таким образом историю. Впрочем, как по мне, в аниме это было и не особенно нужно. Лично я не разочарован тем, что все ее монологи были вырезаны. Но теперь об отличиях. В этой арке их чуть больше. Азами одноклассница Кирия. Если в аниме она рассказывает о своем шраме во время урока, то в манге это происходит из-за того, что в какой-то момент все девчонки начинают шептаться о ней. Всех волнует то, что парни к ней так и липнут. Девчонки считают, что это из-за ее шрама на лбу. Наверняка она ведьма. Все знали, что Кирия дружит с ней, и пытались убедить ее закончить общение с ведьмой. Хоть Кирия и испугалась, но когда к ней подошла Азами и позвала с собой, девушка не смогла ей отказать. Впоследствии она заметила тот самый шрам. Азами, увидев ее реакцию, смекнула, в чем дело. Она наслышана о слухах и рассказывает, как получила этот шрам. В аниме и манге история не отличается, поэтому идем дальше. Знакомство с Сьюити произошло в другом месте. Дело в том, что по сюжету манги, после смерти отца, паренек начал сидеть дома. По понятным причинам уровень его нервозности вырос. Азами была наслышана о нем, и ей было интересно познакомиться с парнем подруги. Поэтому она напросилась на встречу. Кирия не горела желанием знакомить своего бойфренда с Азами, но все-таки поддалась на уговоры. Встреча происходит дома у Сьюити. Увидев Азами, он сразу почувствовал, что что-то неладное, и прогнал ее.
Кире было ужасно неловко за такую встречу, и она только и делала, что извинялась за парня, объясняя, что у него сейчас тяжелый период в жизни. Азами была молчалива как никогда. Вечером Кирия позвонила Сюити, чтобы выяснить причину его поведения, и парень рассказывает, что эта девушка странная. В ней было что-то очаровывающее, будто бы смотришь вниз с большой высоты. Голова шла кругом. Прямо во время разговора до Сюити доходит, что у Азами есть спираль. Не внутриматочная. Если хотел так пошутить в комментах, я тебя опередил. Договорить с Кирией не дал звонок в дверь. Открыв ее, Сюити увидел Азами, которая пришла выяснить, почему он выгнал ее, чем она ему не нравится. Очевидно, самолюбие девушки было задето, ведь он первый парень, который отверг ее. Ну, в аниме была точно такая же сцена, только в других декорациях. Как по мне, в этом случае в манге было лучше. Вроде бы мелочи, но здесь как-то лучше раскрывается одержимость Азами Сюити. С другой стороны, в аниме у создателей было не так много времени, так что ладно. Сюити кричит, чтобы девушка покинула город. Она, кстати, сама была удивлена, что ее шрамик превратился в спираль. Тем не менее, она не послушала парня. Более того, следующей ночью она продолжила обивать порог его дома. Когда Кири и Азами встретились вновь, главная героиня просит подругу не клеиться к Сюити. Но спиралька говорит, что добьется его, во что бы то ни стало. В аниме эта сцена была обставлена при других обстоятельствах, но суть не изменилась. Проносится ветерок, и Кирия видит, во что превращается лоб ее подруги. После чего Азами убегает, Кирия бросается за ней, но не находит. В этот же момент спиралька натыкается на Акаду из класса S, и сцена неизменна. Паренек ноет о любви и обещает сделать все, что она попросит. Далее проходит несколько дней, Азами пропала, не ходит в школу и дома ее тоже нет. Кирия даже начинает сомневаться в том, что видела. Наверняка ей показалось. Вечером Сюити звонит Кирии и спрашивает про Акаду. Он попросил его прийти в парк. Дело связано с его девушкой. Но Кирия говорит, что не в курсе. Услышав, что его девушка в этом деле никак не замешана, Сюити выдохнул и повесил трубку. Ну а далее главная героиня решает отправиться в парк, чтобы узнать, что там будет. И с этого момента арка Азами в манге и аниме не отличается. Ну а теперь у нас осталась 2 и 8 глава, которые были затронуты частично. Сумасшествие мамки передано отлично, все, что было показано в сериале, не отличается от манги. А вот с 8 главой есть небольшое расхождение. Все, что касается сюжета, перенесено один в один, но из-за того, что создатели убежали слишком далеко, не случилось одного моментика с прической Кирии. Интересно, весь этот сюжет со сменой прически главной героини отправили под нож, или же это покажут в следующих сериях? Уже скоро узнаем. Ну а пока на этом все. На самом деле очень жаль, что у этого аниме будет всего 4 серии. Наверняка многие моменты будут пущены под нож. С другой стороны, о них могу рассказать вам я. Лично мне очень понравилась первая серия. Еще больше мне понравилось ее озвучивать. Заценить, кстати, озвучку можете в том же ВК, Бусти или Телеграме. Я с нетерпением жду 2 серию. А зная, что там будет дальше, даже завидую тем, кто знакомится с этой историей через адаптацию. Если вам понравился ролик, вы знаете, что делать. А еще на этом канале вы найдете и другие интересные истории. Тут у нас полный пересказ Берсерка, Бродяги, 3-й сезон Винланда и еще всякое. Рекомендую ознакомиться, если бурятские истории вам нравятся, но читать их неохота. Если вам понравился ролик и вы хотите, чтобы таких было больше, вы всегда можете поддержать меня любым доступным способом. Лайк, коммент, подписка или бусти. Все необходимые ссылки в описании. С вами все это время был Скерс. Спасибо за внимание. Чао. Пока.